Мы приехали в Дюковский парк на пикник. Здесь беседки, зоны отдыха. Классно так все сделано. Здесь так пахнет шашлыками, все что-то жарят. Мангалы переделаны из старых машин. Так прикольно. На выходные здесь всегда очень много людей. И вот эти вот беседки нужно заказывать заранее. Стоит дорого, если я не ошибаюсь, где-то несколько тысяч беседка, а плюс, если вы заказываете еще тарелку огромную, я вам ее позже покажу, с мясом, с овощами, то, по-моему, 3 тарелки и беседка — это 12 тысяч гривен. Можно выбрать пакет в зависимости от количества человек. Вот есть стандарт, минимум и максимум. Здесь для деток, кроме шашлыков, огромный парк развлечений, разных площадок детских, батутов. Самую высокую газу. Давай. Идем. Ой-ой-ой. Еще один газ. Алис, я боюсь таких кувырков. Давай ты без нас так опасно не кувыркаешься, хорошо? Не надо. Ты не на гимнастике и ты не на тренировке. Очень хорошее место для отдыха на выходные в Одессе. Я вообще люблю Дюковский парк. Здесь много развлечений для деток. Шашлыки можно приехать пожарить самим и компанией. И вот про вот эту доску мясную с овощами на гриле я говорила. Вот такая доска на компанию. Но так как нас сегодня много, у нас будет на столе несколько таких. Здесь несколько видов мяса. Очень вкусно все. Нам повезло, и в Одессе в этом году очень-очень теплая осень. И, наверное, скоро, совсем через пару недель уже придут холода, уже не будет такой атмосферы. Дни рождения многие приезжают в этот парк праздновать. Детей всегда очень-очень много. Наш двор еще такой зеленый, скоро все эти листья опадут. Всем доброе утро! Мы вернулись из Венгрии и на несколько дней сняли дом на Савиньоне, это под Одессой, прямо на берегу моря. Это один из моих любимых пляжей. Сейчас покажу вам дом, мне очень нравится. Это первый этаж, здесь кухня, кровать двойная, и здесь выход у нас на террасу. Выходились, да? Да. Люди на пляже еще купаются, может быть, мы тоже сегодня залезем, да? Да. Пойдем посмотрим еще второй этаж. Да. Здесь холодильник, кухня, барная стойка, и Алиса нас сейчас поведет наверх, да? Это моя комната. Ну, это мы еще посмотрим. Спорный вопрос. Здесь ступени такие деревянные. Я уже разложила здесь. Уже ребенок разложился, да? По-моему, эта кровать больше подходит нам с папой. Нет? Нет. Тебе? Да, мне. Хорошо. Здесь тоже есть второй санузел. Первый внизу. Поваляюсь. Алиса здесь уже свое барахло пристроила. Здесь туалет, душ. Да, у нас 2 туалета. А второй туалет внизу. Здесь тоже выход есть На балкон. через окно, да, на такую террасу. Телевизор огромный, такой плазменный. А мы идем вниз. Спускайся, пошли. Идем. Давай. Будем мясо сейчас жарить на мангале. Вот такая комната. Папа наши вещи носит. Я эти 2 дня, которые мы здесь буду работать, взяла с собой ноутбук, буду монтировать видео, потому что у меня абсолютно ничего не сделано. За неделю, пока мы были в Венгрии, все, короче, ничего я не делала. Я там просто отдыхала, но и снимала видео. И, конечно, работы у меня много. Но шашлык поем и к морю с ними схожу. Здесь много места, большая такая терраса. Кот, ты чей? Та ставили поздравити буде школа і тренировка.
Очень понятно, Алиса объяснила, что Тая не поехала с нами, потому что ей в школу надо, да? Потому что она много пропустила. Это маме. и папе. Спасибо, какая красота. Ты сама нарисовала? Да, туда было написано папа и мама. Отлично. Папа это, наверное, вот этот толстый и большой, да? А мама маленькая. Мое рабочее место на ближайшие 2 дня. У нас с мужем уже традиция раз в месяц снимать какой-то небольшой домик у моря, под Одессой или в пределах города. И вот так вот выезжать и отдыхать, чтобы побыть вместе с семьей у воды. Холодная вода. Вот сейчас вода уже такая прям осенняя, октябрьская. Набрызгала? Ты сейчас вся намочишься и что, потом мокрая будешь? Все, не лезь в воду. Лебеди приплыли. После обеда погодка наладилась, такое солнышко вышло. Хорошо стало на пляже. А мы с Алисой идем мучить уроки. Ровно сядь, пожалуйста, Алис. Ученичок делает уроки, говорит, одну букву написала, говорит, я уже устала, все, перетрудилась, да? Алис, сядь ровно, ты же сидишь ужасно, как закорючка какая-то. Сядь ровно, пожалуйста. Получается у тебя? Какую букву ты пишешь сейчас? Буква М. Мама, да? Буква М. М, хорошо. Мама. Машинка. Еще какие слова на букву М ты знаешь? Мышка. Мы. И корова. Давай. Пошел 2 час. Получается у тебя или ты сидишь ничего не делаешь, а? Алис, Нет. ну а чего ты нервничаешь? Чего нервничаешь? Чего ты рыдаешь? Я не получу. Ну ничего страшного, с первого раза не получится, получится потом. Просто старайся написать как можешь. Все же приходят в школу учиться, поэтому не могут сразу прийти все умными. Когда наш ужин сегодня без мангала? Вкусно, и так горячо. Привезла ученичков учиться. Як ви вмієте гарно сидіти. Ано справжні учні як сидять. І очі наші посміхаються, личка посміхаються. Только начался урок, и ракеты летят, баллистика. Всех детей спустили в бомбоубежище. Вот здесь вот пережидаем, пока прилетит. Этот год у нас прошел в таком режиме, что примерно 2 недели в месяц мы за границей, я работаю, и 2 недели дома, мы дома отдыхаем. А кто-то здесь постоянно находится, и это очень тяжело выдержать психически, когда постоянные бомбежки, тревоги воздушные, ракеты летят. И я, например, тяжело это все переношу. Жарим курочку, и она немножко подгорела, потому что мы в полной темноте вообще. Здесь мангал стоит, получается, с другой стороны дома. И ничего не видно. Мы ночью начали, поздно начали. Рассвет у моря, утренний кофе. Я обожаю такие моменты. Муж всегда готовит завтрак, полезный и вкусный. Оставлю вам здесь шум моря, шум волн. Мы с Алисой идем на тренировку и зашли. Мама будет кофе пить, а Алиса будет есть хот-дог, да? Да, вот здесь буду до Да. котельной. Потому что Алиса, как всегда, голодная, перед тренировкой наедается, потом тренер будет ругаться на тебя. Я сейчас отведу к папе ее на работу, а сама бегу в парикмахерскую. Хочу немножко корни подровнять, постричься. А потом за тобой приду на тренировку.
Я такая же, как Алиса, голодная, позавтракать не успела. Бежим. И папа сейчас придет. Сейчас папа придет Алису забирать. Да. А мама идет постричь, тот парикмахер. Горчицу будешь? Вот. Нет, я так ненавижу голубицу. Приятно. Папа мне скинул видео, что они с Алисой пришли на тренировку. Вон ковер разматывают. Мои волосы после парикмахерской. Подружка стрижет меня. Мы сейчас на даче и будем готовить очень вкусный соус, который подходит к шашлыку и к любым блюдам. Что нам понадобится? Я купила вот такой вот украинский фирмовый соус фирмы Руна. 2 банки. Также у нас есть натуральный свежевыжатый томатный сок, несколько помидорок, зеленый лук, укроп и кинза, а также головка чеснока. Итак, берем 2 банки нашего соуса, смешиваем в кастрюльке и добавляем сюда же 1,5 стакана нашего свежевыжатого томатного сока. Теперь мы должны очень мелко покрошить всю нашу зелень. В моем случае это кинза, укроп и зеленый лук. Вы можете добавить что-то еще по вкусу. Меленько крошим наши помидорчики. 5-6 штук небольших я взяла. Ну, можно взять микаду, если есть, с ней вообще вкусно получается. Но у нас обычные такие украинские полевые. Измельчаем чеснок. Мне надоело резать чеснок. Я думаю, что у моего мужа это лучше получается. Да? Да. Сейчас мы это все перемешаем. Как оно пахнет. Боже, как же оно пахнет вкусно. Ну и для изюминки чуть-чуть душистого перца. Просто для вкуса. Немножко. Все. Перемешиваем всю эту красоту. Сейчас приедет крестная Света к нам на шашлык и будет пробовать, дегустировать. Мы ее посадим. Вкуснятина? Посмотри, что я приготовила. Не бекай. Где бе? Оно вкусно. Знаешь, как оно пахнет? Будешь такое есть с мясом? Дай понюхать. На, попробуй. Лизни. Такой себе. Ребенок не заценил. Это для взрослых. Попробовав этот соус, вы уже не будете другой соус использовать к шашлыку. Вот 100% говорю. А у нас последние, наверное, уже теплые такие выходные на даче, потому что скоро уже резко придет в Одессу холод, и мы уже не будем так часто сюда приезжать. И я вот думаю, куда эти все пластиковые детские штуки убрать. В кладовку, наверное, или в дом надо разобрать, занести. Курочка. Не, это цыплята, да? Курочка у нас будет и будет рыба. Прячешь, и это вы посадите сразу в землю, хорошо? Потом спрячь. Хватает всем. Очень интересное. Крестная приехала, сейчас будет пробовать мое блюдо. А дашь Так, мне Алиса, ложечку? давай, не Давай, мешай. Света Я будет себе тут. возьму. Это как соус, он к мясу, ну, к рыбе, наверное, тоже, я так думаю. Так, Ну, больше к помидоры, мясу. зелень и кетчуп. Я правильно угадала? Почти, но не совсем. Этот кемали, который Наташка делала? Не, это вообще не грузинский. Не грузинская, нет? Нет. Это что, томатный сок? Есть там он, да. Есть там томатный сок, замечательно. Томатный сок. Короче, попробуй, скажи, нормально или чего-то не хватает? А мне чего-то не хватает. Он под мясо. Мне какой-то остроты, чуть-чуть перца не хватает. Я же специально сильно не перчила, думаю, может, малая будет. Мгм. Короче, доперчить себе в тарелку, да? Да. А так, хотя этот вот и перчика хватает. У нас скумбрия в моем любимом маринаде. Лимон, лук. Вкусняшка будет.